Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Good Vintage. Продолжаю искать клад в различных местах. Когда говорю, что все украшения, которые я покупаю, нахожу, они из гудвиллов, винтажных магазинах, антикварных свалках, помойках. Некоторые пишут, что не надо так называть эти места, но так оно и есть. Приносят ненужные вещи люди туда. Я тоже некоторые вещи туда уже уношу регулярно, которые мне в доме не нужны. Ну и, конечно, беру там и нахожу что-то интересное. Так, вот такой мешочек в этот раз нашла. Обошелся он мне $12. Это не так дорого. Думаю, что интересного тут тоже есть чего найти. Думаю, что вот это, возможно, брошь. Не знаю, что это. В общем, мешочек такой. Сегодня с вами разберем, поищем. А перед началом разбора хочу показать вам броши из прошлого видео. Я вам показывала вот эту брошь, нашла в прошлом мешочке. И сказала, что у меня есть похожая, есть такая же брошь. Но на самом деле она, видите, меньшего размера. Но принцип тот же самый. Мои дорогие, это к тому, что некоторые тоже пишут, что это уже было. На самом деле похожих украшений встречается много, часто, особенно когда в стране производители. Ну, это вот Аврора Бореалис, это американская бижутерия. Естественно, ее тут разной всякой много. Тоже наборные броши и клипсы вот такие. И вот такой комплектик тоже. Брошь нашла тоже в таком же пакете, в похожем. И к нему, к этой броши есть вот такие вот клипсы. Так что сегодня украшением стола пусть будут эти прекрасные украшения. Это шкатулки из прошлого видео тоже. Так, чтобы, конечно, украсить стол, чтобы это не пустое было. Не пустой фон, тоже, чтобы все было по красоте. Так, ну и давайте приступим. Такой пакетик. Не знаю, как они их сортируют. В общем-то, я так думаю, что либо целиком вот так пакетом украшения приходят. А тут еще один пакет. Да, либо их уже в магазине в самом как-то отсортировывают. Не знаю. Да, у меня был опыт покупок таких лотов украшений из Etsy я покупала, из eBay я покупала, вам показывала. Но, честно говоря, этот вариант более интересен. Ну, скажем, для меня больше интереса представляет вот поиск именно украшений, когда, скажем, на Etsy покупаешь украшения, там фотографии, и по фотографиям тоже можно как бы ошибиться, тоже несколько ошибок я подобных делала. Так, ну здесь, в общем, пакетики, давайте буду брать по пакету и что-то вам близко показывать буду. Так, вот такие серьги вижу. Похоже на черепаховые. Ну, скорее всего, это пластик. Могу ошибаться. Сейчас поближе покажу. И, мои дорогие, если у вас есть какие-то версии, либо достоверная какая-то информация по тем украшениям, которые я показываю, пожалуйста, пишите в комментариях, возможно, добавляйте мои рассказы, мои показы, возможно, если есть информация, тоже, пожалуйста, делитесь. Так, ну, такие обычные серьги, ну, подобные можно и на Али купить, но это вот по звуку не стекло, похоже на пластик, возможно, это и есть черепаха. Так, здесь вижу, это бусы. Стеклянные. Очень похожи, кстати, на янтарь. Красивый такой оттенок. Здесь, видите, застежка. И здесь вот ниточка. Возможно, их ремонтировали, был разрыв, возможно, они были длиннее. Вот такая нитка стеклянных, по моей версии,
бус, собранный через узелок. И думаю, что да, это стекло. Внутри, видите, самой бусины есть такой как бы пузырек, но стекло такое, как не художественное, но, видите, с имитацией, полная имитация жемчуга. Красивая нитка с таким плавным переходом. Вполне себе может быть хорошая вещь. Мне нравятся и стеклянные, и холодные. Так, идем дальше. Пакетики буду брать все подряд. Так что, как получится, так получится. Что-то. Тоже зрительница написала: не шуршите мешочками, но я не представляю, как можно открыть пакет без шуршания. Вот такой браслет. Вы знаете, я подумала, что это как-то что-то стиль типа леопард. Вот видите, такие горошины. И рисунок. Вы знаете, рисунок даже не поверх, да? Сейчас поближе вам покажу, а именно как будто вот эти вот точки, вкрапления, они внутри. Как будто бы. Маркировки не вижу. Если видите, напишите. А как же его надевать? У него, по-моему, даже нет застежки. Как его надевать? И он не на резинке. Здесь, видите, немножко... В общем, смысл такой, что кольца, а в саму бусину, в само звено продета леска, которая и тянется, которая, собственно, и держит сам браслет. Сейчас, минуточку, хочу вам показать. Ну да, вполне такой браслетик интересный. Так, ну а мы идем дальше. Сейчас, минутку. Сняла браслет. Кстати, как комплект, да, вполне себе можно. Сейчас мне вот эта мысль пришла. Посмотрите, можно ли это вот совмещать как комплект вместе. Но, во всяком случае, в одной цветовой гамме. Немножко отличаются серьги. Ну, в общем-то, странные, да? Подборка странноватая. Так, здесь что это? Ну, часто попадаются похожие украшения. И те, кто постоянно мои видео смотрит, думаю, похожие украшения тоже встречаются и вам. И это вот такая нитка стеклянная. Какая прелесть. Здесь на застежке. Вот это, я думаю, вещь винтажная. Это вот такая гроздь. Да, вот такая. Не длинная. Совершенно не длинная нитка. Стеклянная, с красивой огранкой. И что приятно, что мне очень нравится, собранные на пины. Вот это украшение относится к бессмертным, на мой взгляд, украшениям. То есть при каком-то разрыве, соединении самих бус, их легко заменить, их легко восстановить. И я думаю, что это бусы относятся к 50-м, 60-м годам. Судя по оттенку фурнитуры, сами стеклянные бусины. Видите, они как бы без потертости. Если бы они были пластиковые, то огранка, края огранки были бы уже стерты. А нет, это стекло без сколов. В общем, красивая, приятная вещь. Думаю, что может носиться и в современных аутфитах. Тоже мне это нравится. Думаю, что уже, как сказать, цена отработана. Так, здесь что-то стоило $1.83 или 88. Что это? То, что я сейчас вижу, то, что я увидела как брошь, на самом деле оказалось серьги. Ну, такие, на мой взгляд, это что-то из 80-х. Кристаллики на месте. Такая типа филигрань штампованная. Легкие. Думаю, что это 80-е. Так,
Сейчас хочу определить. Похоже, что кристаллики АБ. Нет, обычные кристаллики. Но вот сейчас под лупой начала рассматривать, и они не так просты, да, эти серьги, как с первого взгляда мне показалось. Сам цветок, он собран из нескольких, видите, деталей, нескольких элементов. И такая, скажем себе, вещица с претензией. Так, здесь нет, не маркировка. Думала, что вот здесь. Нет, это не маркировка, но они такие легкие, летние. И вы знаете, что я сейчас заметила? Они на разных швензах. Посмотрите. Да, по оттенку разные швензы. Придется что-то поменять, заменить. Но так серьги мне, в общем, нравятся. Такие. Разного оттенка. Камера хорошо передает. Здесь вот темный, здесь светлый. Так, ну ладно, не будем останавливаться и идем дальше. А вот такие детали у меня тоже были. Я их переделала, по-моему, в колье. Но сейчас не помню где. В общем, кулон тоже в каком-то из пакетов, из лотов были эти серьги. Или одна серьга была, уже не помню. В общем, ну кулон такой у меня точно есть. Так что комплект собрался. И это, видите, собраны они как витражное стекло, то есть прозрачные. И это пластик, не стекло, а именно вот таким образом залит. Основа залита вот пластиковыми вставками. Вот так на просвет, как витраж. Да? Ну, красивые. Оттенки такие природные, осенние красивые оттенки. Думаю, вполне носибельные. Но они такие прям крупные. Это прям на любителя. Прям крупные серьги. Смотрите. Ну, тоже не тяжелые. Классные тоже. Так, ну и идем дальше. Пакетик остался. Здесь там очень удобная какая-то. Вот, чтобы не навредить, не повредить. Так, вот вижу, что вещица-то хорошая. Но вот самое первое, что это вот. У меня есть такая груша. Она винтажная, а здесь, видите, здесь даже нету самого центрального кабошона. Я отыщу и в следующем видео вам покажу. В эту брошь уже готова. Есть она у меня такая. Без потерь брошечка. Центральный кабошон, он прям в форме груши натуральной. И что-то заменить на что-то, думаю, это будет только портить. Если только вдруг случайно попадется сам такой кабошон отдельно, ну, придется в этот же магазин зайти и в следующие выходные. Возможно, в каком-то из пакете я увижу вот эту вот деталь и спасу эту брошечку. Так, ну ладно, это оставлю на шедевр. А здесь вот такая подвеска. Так, кристаллы все на месте. И вы знаете, это кристаллики Аврора Бореалис, кстати. С таким тонким покрытием. Вот такая подвеска. Но ее нужно помыть. Думаю, что это родная цепочка. Вы знаете, и здесь вот так, два карабинчика. Я думаю, что это деталь от, вернее, это ну, как сказать, не полноценное украшение. То есть это либо крепится еще куда-то, да, так вот с двух сторон куда-то подвешивается, либо это деталь от какого-то украшения. Ну, в общем-то, сама вот эта вот планочка красивая. Так, ну и давайте к шедевру приступим. Вот такая брошь. Тоже у меня похоже есть. А что с ней не так? Что с ней не так, мои дорогие? Так, сейчас минуточку. Да, с ней все так, просто закрутилась она. Длинная толстая иголка говорит о том, что эта вещь не из новых. Думаю, что это 70-е, 80-е. Так, по маркировке прям такое впечатление, что как бы маркировка прям должна быть.
Вот такая вот чудная вещь. Сердце по центру, розы. И здесь вот такие шармики. Сейчас я вам поближе на нейтральном фоне покажу. Вот такая вот брошь. Здесь типа шармики такие, жемчужинки. Мне кажется, что это с позолотой брошь. Но, видите, маркировки нет, и поэтому трудно что-то определенно сказать. Но брошь приятная, тяжелая. И чувствуется, что такой качественный сплав. Вот такой шедевр сегодня нам попался. Пишите свои впечатления, пишите комментарии, дополнения. За это я вам буду очень благодарна. Всем мира, добра и красоты. С вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Обязательно куплю и покажу вам что-то интересное. Всем пока-пока.